полузаброшенном монастыре на окраине пустынного плато стояла тишина, которую нарушал только сухой ветер. Ранчер по имени Кёйл Харпер прибыл туда, преследуя загадочный след, исчезавший прямо у стен древней обители. В монастыре его встретила хрупкая монахиня Эйлин Грейс, лицо которой казалось светлым даже в полумраке каменных коридоров. Она предупредила его, что старые двери, ведущие в нижние катакомбы, запечатаны не просто так. Она говорила о запрете, о том, что за гранью хрупкого камня лежит нечто, способное изменить судьбы тех, кто осмелится переступить черту. Но Кёйл, привыкший жить в мире, где страх – роскошь, а решения принимаются быстро, проигнорировал предупреждения. Он прошел через старые створки, и металлический скрежет эхом разнесся по всему монастырю. Эйлин поспешила за ним, понимая, что теперь остановить случившееся будет невозможно. Глубоко под землей воздух был тяжелым, словно хранил в себе века. Стены были исписаны символами, напоминавшими карты звездных небес. Когда Кёйл коснулся одного из выбитых знаков, каменные плиты содрогнулись, будто под ними просыпалось что-то древнее. Вспышка золотого света наполнила катакомбы, и земля ушла из-под ног. Эйлин и Кёйл, оказавшись в центре пробудившегося круга, ощутили, как пространство вокруг них меняется. Старые плиты всплывали в воздух, пыль превращалась в светящиеся нити, а стены раскрывались словно страницы старой книги. Необычная энергия закрутила их в вихрь, и вместо тьмы подземелья вокруг них появился оазис света, будто скрытый мир, спрятанный под пустыней. Эйлин стояла неподвижно, ошеломленная тем, что веками считалось лишь легендой. Кёйл ощущал невероятную силу, словно сама земля признала его присутствие. Однако вихрь света вскоре начал терять форму, угрожая поглотить все, что находилось внутри него. Монахиня попыталась удержать структуру древнего круга молитвой, а Кёйл — силой, удерживая каменный обломок, который был ключом к балансу. Когда все затихло, они оказались снова в катакомбах, лежащие на холодном камне. Запретная сила осталась запечатанной, но следы ее пробуждения навсегда изменили жизнь обоих. Эйлин поняла, что мир хранит куда больше, чем ей казалось, а Кёйл осознал, что даже самый уверенный человек не властен над тем, что спит под землей сотни лет. Монастырь больше не был прежним, и двое, нарушившие старое правило, оказались связаны тайной, которую теперь должны были защищать вместе.